Новый год. Праздник детства. Когда хочется верить в чудо. Огни, мандарины, планы и немного хаоса. Вот и нам захотелось праздника. Поэтому мы стали выбирать, куда бы нам отправиться на Новый год. Но наша история начнется с поезда, на котором мы, собственно, и доберемся до Тбилиси. Про сам поезд можно сказать только то, что если вы кого-то люто ненавидите или вам кто-то должен много денег, купите ему билет на этот поезд. А лучше сразу в оба конца. Уверяю вас, вам уже вечером вернут долг, да еще и с процентами. Единственное удобство в поезде – это покупка билетов через приложение. Билеты вам обойдутся в 40 лари, включая сборы и поборы. Чемоданы едут в тамбуре, вы сидите на табуретке, и все это удовольствие длится почти 6 часов. Но не будем о плохом, ролик-то новогодний. Ну, грех, друзья, было не выйти и не постоять под снежком. Когда это ненадолго, это даже приятно. А вот это, друзья, всего с разницей в 10 минут. По приезду мы первым делом поехали заселяться. Поезд опоздал, и поэтому им пришлось ждать 2 часов дня. Наверное, это тоже можно отнести к его плюсам. Квартиру мы сняли в самом центре Тбилиси. И то, что туда можно с собакой, это просто подарок. Да, дворик там выглядит, как будто там Мамай пробежал, но не судите по обложке. Что, друзья, давайте посмотрим, что мы тут сняли в Тбилиси на 3 дня. У нас получилось $119 за 3 дня. В принципе, я считаю, что в преддверии новогодних праздников отличная цена. Точнее, даже, как говорил один бухарский ателье, 3 ночи. Правильно говорить ночи. Вот, поэтому исправляюсь, пардоньте, на 3 ночи. В принципе, перед Новым годом, мне кажется, отличная цена. Здесь у нас с вами получается кухонька такая, небольшая кухонька. Здесь можно все приготовить, там все есть: ложки, плошки, ножи, вилки, полностью весь комплект на несколько персон. Здесь, там вот находятся у нас кастрюльки, сковородки и все остальное. Здесь, кстати, друзья, вы когда-нибудь видели такую штуку, а? Думаете, это магнитик? Нет. Это самая важная штука в Грузии. Та-дам! В общем, с кухонькой, я думаю, все. Здесь особо больше показывать нет чего. Единственное, что я бы, конечно, сюда еще добавил микроволновочку. Вот она бы здесь, конечно, очень в тему бы вписалась. Здесь у нас один диванчик. Ну, это, скорее всего, такой более гостевой. Шкаф, куда можно куртку повесить. Ну, видите, деревенщины так складывают. Ну, и здесь, собственно говоря, у нас все основное. Здесь у нас любимая жена, ненаглядная собака. Здесь у нас такое импровизированное рабочее место получилось. Ну, хоть и маленькая, но достаточно удобная. Там шкаф, тоже туда можно что-нибудь расположить. Зеркало, туда можно посмотреться и оценить, насколько ты прекрасен. Смотрите, какая люстра здесь. Ну, и здесь, мы так и не поняли, кстати, вот это похоже как сушилка. Ну да, просто здесь, друзья, еще прикол в чем. Вот, здесь просто есть еще одна стиральная машинка. Здесь туалетик, душик, фен. Здесь, кстати, вот даже есть какие-то принадлежности для душа, мыло, зубные пасты. В общем, в принципе, квартирка, я считаю, очень неплохая, особенно за ту стоимость, которую за нее просят. И она находится в самом-самом-самом центре Тбилиси. Это самое главное, что буквально ты отсюда выходишь, тут 1,5-2 минуты, ты уже и на проспекте Руставели, и можешь пойти спуститься к Сухому мосту. Здесь все буквально вот 2, 3, 5 минут максимум. То есть это как бы основной ее плюс. Поэтому, рекомендую. Собственно, на Сухой мост мы и отправились. Правда, ночью там делать нечего. Поэтому мы прогулялись по парку, где нас попросили не снимать. Полюбовались речными видами и отправились на Руставели. Ведь когда мы тут были в 2021 году, там была елочка. Ну и понятно, какой Новый год без елочки. А вот это вот прикольное здание, это здание юстиции. Пока я там, значит, захожу, снимаю, Тосика здесь уже приняли за место и спрашивают, как пройти к Руставели. Ну, Тосик ткнула куда-то туда, а потом у меня спрашивают, я туда ткнула? Ну подожди, они сейчас вернутся, у тебя переспросят. Надо быстрее отсюда идти. Подальше. Да не,
Ну да. Направила людей. Угу. Послала туристов. Направила. О, коллега. А, не, это фотоаппарат. Да, друзья, зимой здесь винограда осталось, конечно, мало, но тем не менее, вон везде лоза винограда. Ой, больше всего народу возле огнестрела. Да, переход прикольный, конечно, но накурено. Ух, прям видно старались. Да, с подземки выходишь и прям такая... О, заколочки какие-то. Всякие шарушочки, господи. А, мечта барахольщика. О, заяц, носки новогодние, а. Ну, это прям must have надо, да? Вот как-то в толпе странно ходят Деда Морозы. Я только что двух видел. Они куда-то туда пошли. А это следующий за ними видно. Не, ну и что? Приехали мы, значит, в Тбилиси на новогоднюю елку. Вот здесь вот стояла елка, я помню, все время, а? А теперь елки нету. Чем мы сюда вообще пришли-то? А главное, приехали. Кто мне теперь вернет деньги за поезд? Но не дайте себя обмануть. Скидки не равно дешево. И сейчас мы вам это покажем. Да, толпа людей, ну здесь метро. Здесь как бы, здесь метро, там торговый центр, там Деда Морозы. Здесь надо сумочку поближе как бы к телу. Не, хотя в этом плане, кстати, в Грузии достаточно спокойно. Наверное, какие-то случаи все-таки бывают, но я думаю, они все равно не массовые. А мне фильм «Такси» вспоминается, там тоже была банда Дедов Морозов. О, заяц. Тут вообще практически никого нету. Ну, смотри, он пустой магазин. Так, ну нам куда-то на второй этаж, по-моему. Прикольно сделано. Да, уехать на лифте в такой час пик — это как выиграть в лотерею. О. Стабилизатор покупают. После недолгих размышлений решили начать с Levi's. Выбрали, например, еще одни джинсики. Сейчас посмотрим. По-моему, сильно неплохо. Если кого-то смущает цена в 12 тысяч российских рублей, то могу вас расстроить. В России они даже дороже стоят. Хотя, конечно, хотелось бы подешевле. Так, ладно, Levi's глянули. Надо еще пойти что-нибудь посмотреть. Не первый же попавшийся брать. О, нам чемодан не надо? Во! Вот этот магазинчик я долго, ребята, искал. Но, к сожалению, он только в Тбилиси. Не дешево, но со скидкой. Вон Тосик тоже до сумочек добралась. 259 лари. Прикольненькая. Кофта 359. А мне вот это понравилось. Цвет нормальный. 339. Вон тоже, да, дутая, прикольная. Сколько такая? 279. О. Ну, здесь выбрали парочку немножко других. Ну, кстати, не особо понятно, сколько стоит. Но, наверное, где-то тоже порядка 350. Ну и смотрится ничего, но я первый раз вижу джинсы на высокой талии для мужчин. Тут, кстати, ребята, еще прикольная акция, что если у вас TBC, то вы получаете еще 30% кэшбэка. Так что очень выгодно делать местные карты. Так, ну а мы, наверное, что-то я уже употел, если честно, пошли, наверное, на улицу. Я думаю, в общих чертах, как бы, вы поняли цены в супермаркете. Поэтому мы отправляемся на улицу. Что-то интересный какой-то супермаркет. Мы здесь дошли, и здесь только наверх можно подняться. А непонятно, а как вниз спускаться обратно? Ну, в принципе, можно прыгнуть, вроде как невысоко.
Что, друзья, здесь столько народу, еле с Тусиком нашли эскалатор вниз. Ничего не видно вообще, непонятно где. Друзья, вот самый счастливый человек перед Новым годом, а. Так, Заяц, почему-то мне кажется, что здесь варят глинтвейн, поэтому предложение на... Ой, точно, я прям почувствовал. 15, большой 20. Ага, 10, 15 и 20, да? Ага, спасибо. Ну-ка. Да, пробка прям так красиво дополняет такую красоту. Вот тут, друзья, и куча народа, но все равно очень приятно пройтись по этой улочке. Прям красивая такая, ну, собственно, не зря здесь столько народу. Так, ну это мы замажем, этого здесь нету. Красиво, конечно, когда вот магазины, там отели вот украшают собственные входные группы. Иногда даже получше, чем город. Но вместе это смотрится шикарно. Да, конечно, тут по этому Руставели целая куча всяких магазинчиков с турецкими подделками, китайскими подделками. Какие хотите, на любой цвет и вкус. Ой, подземные переходы здесь, конечно, эти вот, они выглядят как в постапокалипсис. Даже немножко хуже. Ну, судя по движнику, наверное, туда. Так что все, друзья, отставить панику. Елку в Тбилиси мы все-таки нашли. Сейчас покажем эту красавицу. Ой. Нет, на все эти праздники надо ходить сытым. Опять вкусно пахнет едой. Вау! Какая мини-качелька для Марсика. Он смотрится неплохо. И, в принципе, вся вот эта вот новогодняя атмосфера, вот эти всякие ларечки, всякие запахи вкусные. Друзья, смотрите, здесь глинтвейн льется даже рекой, а? Здесь ходишь и прилипаешь. У меня очень много вопросов к этой скульптуре. О, смотри, какие там и шашлыки, и бутерброды. Какая вкуснятина там. О, просто кто-то возле костра греется, да? А, тут я смотрю, эти мусорочки с огнем везде стоят. А, вот он велосипед где. Его тут забаррикадировали. Я думаю, тут же где-то был раньше велосипед. Какой интересный костюм, а? Это прям интересный смурфик. Какой-то смурфик 18+, не? Батюшки, чуть не прибили, а? Так, очень надеюсь, что меня тут никто не задавит. Кстати, друзья, вот между прочим, мы уже второй день гуляем по Тбилиси, и я еще не видел, и я еще не слышал ни одной петарды. Против этого могу сказать, что в Батуми они задолбали со своими петардами, причем они сбрасывают их из балкона и бросают и рядом. То есть они вообще не смотрят, куда они их бросают. А здесь вот за 2 дня, ну, ни одной. Вот, там тоже какая красота, но мы туда пока не пойдем, просто покажем вам, какая красивая улочка. Мы уже с вами, друзья, успели прогуляться по Руставели, а сейчас отправляемся в район Ваке. Ну, тоже не сильно бедствующий район, и там всегда очень красиво. Спасибо. Очень красиво он был украшен. Поэтому посмотрим, как его украсили в этом году. А, вот это планетки, это уже Ваке. Они на другой планете живут, там такие ценники. У них там все в планетках.
Так, ну что, друзья, землю мы нашли. Осталось ее немножко покрутить, чтобы найти, где там Грузия. Ну подожди. Так, Филиппины я нашел, Дубай нашел, Черное море нашел. Ну вот там вот, могли бы красную точечку поставить уже. Санёкчик, я даже Маврикий нашел. Непонятно, что-то маленькое такое, прикольненькое. Ну да, наверное, ездить на этом нельзя, но как для прикола поставить интересно. Ну да, улочка, конечно, тоже красивая, приятно прогуляться здесь. А сейчас пойдем посмотрим наше секретное место. У нас тут есть секретная локация, с которой мы в 2021 году наблюдали уже прекраснейший салют в Тбилиси. Вот пойдем посмотрим, есть ли еще это место вообще, есть ли к нему доступ, потому что там рядом была стройка. Вот посмотрим. Ну и заодно покажем вам. Я тут вспомнил минус Тбилиси. Это то, что тут везде горки. А так как я очень люблю горки, ступеньки и вообще все, что идет вверх. Ой, это прям, конечно, одно наслаждение, друзья. Если он в горку, то умудряется еще и назад ехать. Ну да. Разъехаться на такой маленькой дорожке — это не так просто. Да, тут молодцы, заботятся о собачках. Вон у каждой лежаночка своя, домик, корм. Да, друзья, 4 года назад здесь было просто поле. Ну, неудивительно, место хорошее. Ну, как все позастроили-то. О, прикольно, у них даже свой бассейнчик есть. Смотрите, друзья, поле превратили в какой прекрасный парк. Молодцы прям, тут, конечно, построили хорошо. Заселено еще мало здесь, я так понимаю, вон недостаточно еще инфраструктуры. Все вот сдается в аренду. Но, тем не менее, прям комфортное место. А главное, вдали от города, оно здесь с краешку находится, здесь такая тишина, такой воздух. Ой, кайф. Вон, друзья, у кого-то уже праздник к нам приходит, вон украсили, все сделали красивенько. Как раз снежочек пошел, чтобы Новый год лучше чувствовался, и рыжик пошел. Слушайте, у них даже свой мальдивский пляж тут есть. Правда, он выглядит какой-то неглубокий, но тем не менее, вон фитнес. Да, вот этот дом, конечно, который стоит перед видом, все сильно, конечно, мешает, но так вид, конечно, открывается прям шикарный. На кран и на дом. Да, если что, друзья, это не реклама, мы сами первый раз в жизни это место видим, поэтому нет, я не рекламирую здесь продажу недвижимости, можете не переживать. Блин, летом здесь, наверное, круто. О! Слушайте, а он, походу, еще и подогреваемый, пар вон идет от него. Да, но пока идет стройка, свои минусы здесь, конечно, есть. Один из них только что поднялся в гору. С жутким грохотом. Судя по объявлению на плакате, цены начинаются от 55 тысяч долларов. Непонятно, правда, за квадрат или все-таки за квартиру, но я надеюсь, за квартиру. Даже, видишь, для любителей березок высадили. Смотрите, друзья, что увидели. Походу, наверху вот там еще и бассейн. Интересно, это общий или это все-таки частный? Остановили нас у ребят для проверки документов. Все проверили. Мы все чисты перед законом. Все это. Раз 20, по-моему, извинились, да? За то, что проверили у нас документы. За то, что проверили, что у нас нету ничего запрещенного. А что у нас есть запрещенного? У нас ничего нету запрещенного. У нас и разрешенного-то мало, если честно. Всего 23 килограмма, если уже так говорить. Поэтому, ну, чуть-чуть осталось еще до нашего секретного места. Я так понимаю, что, конечно, после этого ролика оно уже перестанет быть секретным. Но, как говорится, пользуйтесь на здоровье.
мне не жалко. А вам не жалко поставить лайк, да? И написать какой-нибудь хороший комментарий. Спасибо. Прикольно, короче. Наше место, походу, забаррикадировали и повесили знак. Короче, с цветком нельзя, а вот про спиртное ничего не сказано. Но если что, это не из-за нас. Ну, я надеюсь, во всяком случае, что это не из-за нас. Короче, друзья, наша идея с местом возле церквушки накрылась медным тазом церковным. Короче, будем искать другое место, но зато вид отсюда все равно открывается классный. Да, вот куда-нибудь, если вот сюда вот наверх подняться, мне кажется, оттуда бы открывался шикарный вид на салют. Друзья, мы срочно ищем подписчиков, кто у нас живет в этом здании. Очень надо, ей-богу, ребят, вот прям необходимо. Если что, пишите. Да, а тут у них прям прикольно. Вот еще какая зона для барбекю. И в принципе, вон какие классные те. О! Зая, партийку в шахматки? А что, прям можно поиграть, да? Она поднимается, нет? А, ну в принципе достаточно легенькая. О, ты посмотри, Зая. Блин, а мне нравится это место, а? Прям круто, а? Не, свое мини-футбольное поле. Поле для тенниса. Блин, а? А здесь это что? О, а здесь мини-детский сад. Блин, ну прям да. Комфортненькое такое местечко, ничего не скажешь. Но судя по машинам припаркованным, здесь дорого. Все, короче, друзья, Тосика расстроилась, ей понравилась здесь квартира. Она теперь хочет жить здесь. Так что ссылка на донаты внизу. Если кто хочет, чтобы Тосик жила здесь, давайте все поможем Тосику. Вот это кто-то подготовился к Новому году. Вон елочку, мангал. А? Слушай, ну вот судя по тому, какой вот этот дом и какой рядом, это домик охраны. Или прислуги. Да. Тут даже, видишь, люди подготовились на случай апокалипсиса. Сделали бронированный москвич. Да, это же москвич. Добрались мы, друзья, до района, в котором мы жили до этого в Тбилиси целый год. Мы здесь в 2021 году жили, поэтому небольшая ностальгия есть. И зашли в наш любимый магазинчик со всякими вкусняшками. Заодно немножко и Марсюшку подстричь. А то он, что, к Новому году надо тоже собаку привести в должный вид. Поэтому вот здесь вот у нас тоже местечко было. Мы здесь жили. А вот наш магазинчик. Да. Здесь, кстати, очень классно стригут шпицика. Если уже так говорить, кстати, не так во многих местах, не так много мест, где хорошо стригут шпициков. Мы в прошлый раз рядом с больницей поселились. Обычно мы рядом с кладбищем почему-то выбираем. А в прошлый раз решили рискнуть и рядом с больницей. Но нам понравилось, кстати, место хорошее. Тихое, спокойно. И здесь очень удобно, что на вот это Карцаниси улица. Здесь не так далеко до центра. Здесь буквально минут 15 пешком и все. И самый центр. Так, а я не понял. Нет, здесь уже что-то кушают. Вот такой вот, ребят, магазинчик. Куча вкусного и полезного. Вот такая вот, кстати, классная лежанка у Марсюшки была. Единственное, в прошлый раз она, конечно, нам ни в один чемодан не влезла, поэтому пришлось оставить. Вот в этом доме, вон наши окна на 3-м этаже. А здесь вот мы снимали квартирку, но на тот момент она стоила $450, хотя хозяин говорил, что она стоит 1000. Но просто был ковид, точнее после ковида, поэтому цены были пониже. Сейчас, я думаю, там точно штуку будет стоить, даже не спрашивали, если честно. Зато там прикольно было с утра чай пить или кофе. Сидишь вот с видом на гору. Ну, холмик. Ну ладно, может, не гора. Да, друзья, достаточно популярное местечко. Такое тут. Тут еще каждый день представление 2 раза проходит. Но мы, конечно, благополучно все проспали, конечно же, не успели. Да, я почему-то думал, что все дома готовят оливье. Во,
типичная грузинская елочка. Вот такая должна быть елка. Интересно, она после каждого Нового года обновляется новыми бутылочками? Зая, нам надо шопер с хинкали, прям обязательно. Не, ну если посчитать по хинкали, где-то получается сколько? Лар 80 за одну. Но эта штука должна где-то 180 стоить. А все остальные работают. Вон еще и мороженое в такой холод едят. Какой? Мерседес. Слушай, вот мы были здесь 4 года назад, а? Или 5 даже уже получилось. Сколько мы там были? Все то же самое. Ну, да. Стройка такая же. Они как-то очень неспешно строят, мне кажется, нет? У меня такое впечатление, что... А вот пива на машине не было, мне кажется, нет? Причем оно так стоит, ну прям... Там человек сзади... Да. А что ты мне не сказала? Что мне просто было интересно, что ты дальше будешь делать? Ну да, здесь он сколько народу глинтвейн пьет. Вон здесь вон даже свежие ягодки. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Почти бесплатно на катере предлагаем. Не, благодарю. Анна Гусь фиксирует. водопана, птичий заповедник, крепость Нарикала, статуя матери Грузии, памятник Вахтанга Кыргызали. Заранее говорю, собачки будет бесплатно стоить, чтобы не переплачивали. Так, ну заторчик тут на мосту тоже неплохой. Вон, все фотографируют, все снимают, а? А ты вот почувствовала прикол, что он шатается? Да. Потом прям стоишь, он вибрирует. Я помню, друзья, мы здесь как-то тоже были, и был прям, ну, такой очень сильный ветер, и этот шарик поднялся в этот ветер. Боже, я думаю, там, наверное, все, что туристы ели, осталось все там, а? И вот так там шкумотало, я думал, он не сядет. А если и сядет, то прямо в реку. Так, здравствуйте. Шарик. Да, сколько вообще шарик? 60 лар и один человек. Крепко держится? Да. Ой. О, резвенько он поднимается. Ой-ой-ой. И почему я, как человек, который боится высоты, вечно куда-то лезу, а? Ну, единственный минус этой конструкции, то, что нельзя по ней ходить туда-сюда, чтобы можно было посмотреть со всех сторон. С какую сторону выбрал, как говорится, в ту и смотри уже. А, это мы уже все, да? Доехали? О, конечная, выходим. Божечки. Вроде ничего страшного, но как-то страшно. Как-то внизу, когда стоял, ждал, как-то 15 минут казалось гораздо дольше. Здесь как-то ближе. Ой, здесь как-то быстрее все время летит. Не, ну вид, конечно, красивый. Погода сегодня не очень, но вид красивый. А вон Тосик с Марсиком сидит. Они как самые хитрые отказались. Чувствую, земля начинает приближаться. Главное, чтобы не сильно быстро, в принципе. Ну, не знаю, конечно. Может, дрон купить и дешевле, но как имитация кадров с дрона пойдет. Ну, что можно сказать, друзья? В принципе, развлечения ради развлечений, если совсем уже делать нечего, то, наверное, можно подняться. Так, конечно, не то чтобы сильно было интересно. Ну, или, может, если подниматься туда ночью. Хотя, опять же, ночью тогда ничего не видно будет, кроме фонарей. Ну, в общем, спорное развлечение, здесь уже на ваше усмотрение. Мисс Кузи, мадам, можно познакомиться? Ой, вот с собакой точно можно. С собакой точно можно, да? Вот, а в первый приезд свой в Тбилиси мы вот там вот в этом доме снимали квартиру. Вот так вот. И вот там на первом этаже жили. Обалденная квартира была. Но это было после ковида, и она стоила $20 за ночь. А сейчас 120.
Да, цены, конечно, меняются. Максимально прикольно гуляет. Смотрите, друзья, 3 часа до Нового года, а народ на экскурсии вон получает информацию. У меня почему-то в такие моменты сразу тянется рука проверить телефон и посмотреть, а в самом деле сегодня 31 декабря. Почему-то 9 вечера, 31 декабря, вообще ни души, ни фонариков, ничего. А здесь все оливье едят. Да вообще кайфово здесь ходить сейчас. Не знаю, мне очень нравится. Как-то, я не знаю, я думал, какая-то праздничная программа будет в заведениях. Есть четкое ощущение, что мы не туда свернули, а? Где все безудержное веселье? Так, поподснять немножко ценники. Надо же узнать, насколько богатые люди здесь сидят. Ну, короче, с большего понятно порядок цен, я думаю. Так, друзья, тут можно пойти двумя путями. Можно снизу, а можно чуть выше. О, главный клиент сидит. Чувак, ты что заказал? Рыбку на Новый год? Короче, непонятно, почему в кафе никого нет. В принципе, кафе открыты, вроде как, ну да, я не скажу, что там сильно какие-то новогодние программы, но тем не менее, кафе открыты, туда можно прийти, посидеть, приятно провести время. Да, но никого нету. Короче, мы тут не поняли, как тут с Тосиком идти. В итоге мы, короче, решили перейти вот так. Я очень надеюсь, нас не задавят, а если задавят, то хотя бы попадут в кадр. Сити-тур. 1200. Ага. Все, спасибо большое. С наступающим вас. Ух ты. Заяц, ты сзади такую штуку пропустила офигенную. Но я тебе ее заснял. Так, а вот здесь вот, если мне память не изменяет, где-то знаменитый дворик с Роллс-Ройсом, которые оставили и все забывают забрать. О, смотрите, друзья, открыт. Ну, если она еще здесь. А, нет, стоит, спрятали просто. Вот он. Знаменитый ничейный Роллс-Ройс. Хотя, может, уже даже чей-то вроде приведен в чувство. Значит, может, все-таки хозяина выпустили. Вот почему в любом красивом месте, а? Ну это ж я не знаю, ну к деньгам. А не, это драник, нет? Я не знаю, что это, но почему-то я в это наступил обязательно, а? Ну, с банями, друзья, по-моему, ничего не поменялось. Народ как мылся, так и моется. Единственное, что машины стали подороже. Видно, богатые тоже пачкаются.
Добрый вечер. С наступающим вас. Короче, не знаю, друзья, надо сверить с нашими старыми записями. Но, по-моему, плюс-минус столько же. По-моему, даже цена никак не изменилась. А это очень радует. Потому что вот эта банька, ну, не знаю, нам очень понравилось. Там такие классные номера. Ну, как, когда говоришь номера, как-то у всех какое-то представление, что это какая-то там не очень такая баня. Не, они действительно, они все стилизованы, сделаны прям так со вкусом. Там прям сидишь и прочувствуешь всю атмосферу. Мне кажется, она такая же самая. Мы были вот в этой и были вот там вот в Большой Турецкой. Там в 2 раза дороже, но по ощущениям, по-моему, плюс-минус все то же самое. Поди угадай, то ли они автобус ждут, то ли они уже давно сюда приехали и все деньги в казино оставили. Вообще, конечно, странное место припарковать автобус. Тосик сказала, что нам надо подняться туда, потому что оттуда виден лучший город. Блин, я тут грешным делом вспомнил еще, почему я не хочу туда лезть, потому что там гора. Ну, точнее, Тбилиси это вообще тут сплошные горки. Ой, так что если будете в Тбилиси, готовьтесь ходить по горкам. И прям это не одна, а их много. Да, как хорошо вот сидеть и смотреть ролики, сидя на диване, а? Камера все равно не передает тот уклон, который здесь вот приходится преодолевать. Он даже Марсик устал подниматься. Да, ну что, вы серьезно? Ладно, хоть здесь и закрыто, друзья. Но мы знаем здесь еще красивое местечко. Оттуда открывается обалденный вид. Поэтому раз уж мы здесь, то решили дострадать до него. Вот там, конечно, кто-то Хаммер припарковал. И у него так прям бьют фары. Но ей-богу, ничего не видно, а? Ребят, если кто будет проходить мимо, не проходите, помогите человеку, а? Тут явно кто-то просит помощи. Вау, вот это прям прикольно украсили. Сандали. Нормальное название для отеля. Короче, друзья, мы что-то тут заплутали. Есть какое-то ощущение, что мы опять в Бухаре. Где тут выход вообще найти, непонятно. Не, ну улочки красиво тут украшены. Единственное, мы пока шли куда-то заблудились, но сейчас вышли и сейчас все найдем. О, Тосик возле хот-дога остановилась. Что, там собачуша? Это какая-то корейская кафешка, да, по-моему? Фу, осуждаем. Вот, друзья, мы наконец-то добрались до нашего парка. Вот оттуда, кстати, открывается очень классный вид. Заяц, а что пстрикает? Колени твои? Не, здесь шикарно, друзья. Вопрос, будет ли это видно на камере? Ну, я думаю, что-то точно будет видно. Ну, а тем, кому будет не видно, могут прийти сюда сами и с удовольствием это посмотреть. Ну, днем, конечно, да, панорама будет, наверное, получше видна. Но, в принципе... А самое главное, бесплатно. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы, наверное, заканчиваем наше путешествие в Тбилиси. Всем спасибо, кто смотрел, всем, кто поддерживает нас, кто ставит лайки, кто подписывается на канал. Ну, а мы, наверное, пойдем уже праздновать Новый год. Поздравляем всех с Новым годом и до встречи в новых роликах, друзья. И салютик. Пока! Всем пока, с Новым годом! Что-то, друзья, складывается ощущение, что народу прибывает. Рыжика спрятали, храбрый пес боится. Васик боится просто фейерверков. Заняли мы, значит, место заранее. Друзья, коротко о том, какой салют был в 2021 году. А это вот
25-й год. Мне кажется, что-то изменилось. Сказать, друзья, что я в шоке, это, наверное, ничего не сказать. Но, к сожалению, время берет свое.